Привет, друзья! Я знаю, вы соскучились по игровым ноутбукам, наверное, нет, поэтому я вам принес еще один. Это Asus ROG Strix GL503vs. Понятно, это наименование вряд ли кому-то из вас о чем-то говорит, поэтому объясню. В прошлом году у нас была серия репортажей с выставки Computex, где Asus показывала новые ноутбуки. Если помните, там еще был Zephyrus, у которого открывалось днище. Еще там были две интересные модели, которые назывались Scar Edition и Hero Edition. Так вот, это как раз Scar Edition. Scar — это шрам, вот он, собственно. Вообще дизайн мне нравится, тут нет олиповатости, разноцветных подсветок и всякой прочей чуши в виде красных воздухозаборников. Единственная светящаяся штука — логотип на крышке. Да и то, как я понял, это просто зеркально-прозрачная вставка в крышке. Он светится из-за подсветки матрицы. Крышка тонкая, алюминиевая, все остальное пластик, но дешево вся эта конструкция не выглядит. Плюс, в отличие от большинства игровых ноутбуков, этот не такой упитанный, да и весит меньше 2,5 кг. Ничего не продавливается, собрано крепко. Крышка хоть и тонкая, но гнется не сильно, петли очень четкие. Внутри старательно поместили все, даже влез цифровой блок, правда, я бы не сказал, что он тут очень удобен. Из-за него стрелки съехали вниз, а попасть по Enter или Backspace сложно, нет никакого разделения основной части клавиатуры. Кнопки мембранные, но подсветка мощная, с поддержкой фирменной Aura. 4 зоны могут светиться статично или с эффектом дыхания. Цвета, естественно, можно выбирать самому. Регулировка громкости, отключение микрофона и кнопка запуска ROG Gaming Center вынесены отдельным блоком. Ну, окей, место есть, почему бы и нет. С другой стороны, точно так же вынесли кнопку питания. Она какая-то странная и нажимается неравномерно. Может, конечно, так и задумано, но... Про тачпад особо рассказывать не буду, он тут с красивой каемочкой, но в остальном ничего особенного. Хоть ноутбук и геймерский, такую матрицу не стыдно использовать и для редактирования фотографий. Калибровка очень точная, единственное, что подкачало, это цветовая температура. Видно, что синего многовато, поэтому линия хоть и прямая, но на уровне 7500 кельвинов. Правда, поначалу я испугался, когда увидел цвета на экране. Глаза вытекали из-за перенасыщенности. Я долго искал профили, где поменять, чтобы вернуть нормальные цвета, и в итоге нашел в фирменном софте, поэтому и вам рекомендую сразу же переключить там на sRGB. Ну а геймерам понравится Full HD, как это ни странно звучит. Поддержка G-Sync и 144 Гц. Учитывая железо, которое здесь стоит, о нем дальше поговорим, ноут позволяет получать больше 60 FPS в играх, так что в 144 Гц есть смысл. В названии GL503vs, VS — это модификация. Их, как вы понимаете, великое множество с разными процессорами, видеокартами и накопителями. И я буду говорить конкретно про этот экземпляр. Здесь стоит процессор Core i7-7700HQ, номинальная частота 2,8 ГГц. В режиме Turbo Boost повышается до 3,8. Чип 4-ядерный с Hyper-Threading, то есть 8 потоков. Дискретная видеокарта совсем взрослая, а не мобильная, GTX 1070 с 8 гигабайтами памяти. Оперативный целых 32. Два модуля по 16. Собственно, это максимум для этой модели. Дисковая подсистема состоит из двух накопителей. Один SSD емкостью 256 гигабайт и терабайтный жесткий диск. Я еще в процессе тестов столкнулся с проблемой. Игры не влезали на SSD, а ставить на жесткий диск как-то не камильфо. Поэтому всем будущим владельцам рекомендую подумать над заменой жесткого диска на еще один твердотельный накопитель. Благо, открывается все просто. Здесь крышка фиксируется только одним винтом под резиновой заглушкой. Откручиваем и видим все, что нужно. Тут и супербыстрый M2, который менять не стоит, конечно, и жесткий диск, вместо которого можно поставить еще один SSD. Я не буду запускать синтетические тесты, покажу сразу кусочки из игр. По ним сразу видны как достоинства этой конфигурации, так и недостатки. Все игры запускались с максимальными настройками графики. Система охлаждения работает на пределе возможностей, но ядра процессора все равно нагреваются порой до 90 градусов. При этом шум от двух вентиляторов под нагрузкой довольно приличный. 2 часа от батарейки для такого ноутбука вполне нормальный результат. Кроме того, если не включить его в розетку, то производительность будет сильно меньше. Так что использовать можно как мобильную игровую и рабочую станцию. Потому что с таким процессором, видеокартой и, самое главное, матрицей область его применения не ограничена.